Всем привет! Итак, проект Vanilla Plus наконец-то определился с датой релиза. Достаточно долго они ходили вокруг да около. Изначально увидеть этот проект мы должны были еще в прошлом году. Но, как заявили разработчики, новые идеи, которые им пришли в последний момент, оттянули дату релиза на неопределенный срок. Наверное, они уже устали отвечать на бесконечные вопросы «когда?». И вот пару недель назад объявляется стресс-тест. А сегодня ночью в дискорде сообщества публикуется окончательная дата. 10 июня 2020 года. То есть уже меньше, чем через пару недель. Не скажу, что это удачная дата, поскольку летнее время никогда не было популярным среди геймеров. Обычно большинство разработчиков планируют свои громкие релизы ближе к осени, когда народ возвращается из отпусков, начинается учебный год, и холодная погода способствует тому, чтобы люди перемещались с солнечных пляжей по домам, поближе к компьютерам. Есть беспокойство, что запуск нового проекта летом слегка подкосит онлайн. Не суть. Главное, что все-таки работа над сервером завершена, и можно будет наконец-то увидеть то, что многих так привлекло в Vanilla Plus. Для тех, кто не в теме, рекомендую зайти на канал, найти ролик с интервью главного разработчика проекта, где он весьма подробно рассказывает о своем детище, что в принципе можем ожидать. Ну а для тех, кому лень тыкать по кнопочкам и ссылкам, вкратце расскажу, о чем речь. Проект Vanilla Plus зародился на тематическом портале разработчиков по удачному стечению обстоятельств, любящих классическую версию игры World of Warcraft. Обсуждая особенности ванилы, время от времени проскакивали неплохие идеи, как можно было бы сделать игру лучше. Пока, само собой, не родилась мысль. Слушайте, мы тут вроде все люди не глупые, креативные. А давайте-ка мы создадим сервер именно таким, каким бы вы могли создать Blizzard. По каким-то причинам этого не сделали. Все то, что не нравится игрокам, уберем, а все то, что игроки хотели бы увидеть, добавим. Сказано, сделано. Несколько лет работа велась, пока нашему взору не предстали некоторые наработки. И самое интересное могу отметить. Переработка классов. Добавлены либо некоторые новые способности, либо способности, которые Blizzard в силу балансировки классов убрали из игры на ранних патчах. Расширенная ветка талантов. Теперь из вашего любимого класса можно делать интересные сборки. Зависимость класса от талантов стала наиболее значимой. Можно усилить различные направления. Можно сказать на примере воина. Можно как сделать упор на PvP, контроль, выживание, регенерация в бою, так и на урон или даже АОЕ дамаг. Да, такие таланты, как клиф по 4 целям или увеличенный дамаг от Эндерклапа дают расширенное применение вашего воина. Но это не все. Если многие не в курсе, количество подземелий, планируемых Blizzard изначально, было несколько больше, чем мы увидели в релизной части. Часть из них были либо заморожены до будущих времен, вроде Каражана, часть стали открытыми локациями. Пример можно увидеть в Ашенвале. Пещера фурболгов, куда игроки заглядывали по квестным линиям, или в Оскверненном лесу. Логово темных служителей Джейдинар. Если вы заметили, Джейдинар сильно отличается своим дизайном от других стандартных пещер Азерота. Это говорит о том, что тут должен был быть данж для 5, может быть для 10 игроков, что собственно и будет реализовано в Vanilla Plus. Кроме этого, восстановлено нереализованное поле сражения. Многие из вас слышали, локация Ашара планировалась как PvP-зона, и в новом проекте кратер Ашара будет введен как новое поле боя с любопытной механикой, напоминающий популярный жанр моба, похожий на полюбившуюся многим игру Доту. Не знаю, был ли изначально план Blizzard сделать это поле боя таким, разработчики Vanilla Plus подошли к этому вопросу креативно. Каковы еще особенности сервера? Принимая тот факт, что практически все классы будут переработаны, часть подземелий будет усложнено для прохождения. Мы уже не увидим фейсрольное прохождение классических инстов, по полюбившихся нам тактике пулем все и ауешем. Инсты ожидаются сложными, и возможно интересными. Кроме этого, будут добавлены старые версии подземелий, знакомые нам по нынешней классике. Это, конечно же, старый Алый монастырь, который планировался как рейдовое подземелье для старших уровней. Но самая интересная часть — это, конечно, новые зоны.
Вернее, эти зоны изначально уже были в клиенте классики, но не были доведены до ума, заморожены до лучших времен. Это, например, старый Outland. Если кто не в курсе, часть задания должна была нас отправлять за темный портал в тот самый Даринор, который далеко не был похож на тот Даринор, который мы видели в БК. Некоторые дата-майнеры умудрялись пройти, взглянуть на эти локации. Ну, теперь не только им это будет доступно. Старый Outland, классический Хиджал, все это мы должны увидеть в новом проекте. Лично мне интересно развитие сюжета до Хиджала, где мы должны были столкнуться с недобитыми силами Легиона, и Vanilla Plus предоставит нам эту возможность. Оптимизированы логистические пути. Например, вы можете добраться из Дарнаса в Фералас. Если вы в курсе, там есть пристань, по которой курсирует корабль, и вот на этом корабле можно спокойненько добраться в Дарнас, и, собственно, из Дарнаса туда же. В довершение к этому будет добавлена и новая зона. Это классический Нардскол. Это не тот Нардскол, что мы видели в дополнении Лич Кинга, это скорее зона, похожая на Нардскол из третьего Варкрафта, где Арта сражался с силами Малгануса и нашел тот самый рунический клинок. Для любителей ретро-лора, я думаю, будет интересно. По поводу доната и прочего. Было заявлено, что ничего подобного не планируется, проект будет поддерживаться исключительно силами альтруистов и фанатов классической версии игры. От себя хочу сказать, что это видео ни в коем случае не является рекламным. У меня всегда был интерес обозревать любопытные проекты, и надеюсь, этот проект принесет игрокам море удовольствия и фана. Ну а также подогреет новый интерес к классической версии World of Warcraft. Я продолжу информировать вас о событиях этого сервера. Не забываем подписываться на канал. Ну а тем, кто заинтересовался, где скачать, как зарегистрироваться и прочее, в описании видео будет ссылка на Discord проекта. В Дискорде есть русская группа, где вы можете пообщаться, познакомиться с игроками, планирующими врываться, ну и задать интересующие вопросы. Всем удачи, не болейте!